Здравствуйте, мои дорогие. Вопрос из комментариев. Так, это я подготавливалась. Вопрос из комментариев. Для чего и почему? Какая причина была, вот какой смысл, божественный смысл вашей встречи? Вот так. Божественный смысл вашей встречи. Итак, энергии вашей, энергии мужчины. Что между вами сейчас, или вообще, что это за отношения, для чего, в контексте вопроса именно божественного смысла вашей встречи и сам божественный смысл. Да. Так, значит, вы... Ух ты, ух ты, ух ты. Окей. Что это за выкрутасы? Вот это вы умеете, конечно. Так, сальто мортале. И мужчина. Дальше, что между вами и высшие силы, что говорят, для чего, что это за такой божественный смысл вашей встречи, если он вообще, сейчас посмотрим. Так, вы тут вы делаете па, я вижу. Угу. Хорошо, мужчина, сейчас все объясним. Мужчина, смотрите, он водная стихия, он влюблен. Причем, ну, тут зашкаливает. Между вами сейчас какая-то магия. Что-то происходит. Звон бубна. Слышите? Звон бубна. Магического. Какой-то предвестник. Ритуала. Что-то такое вот идет. Прям слышу. Хорошо. Божественный смысл. Здесь идет потрясающая карта. Очень сильная, очень мощная. Карта силы, конечно же. И, кстати, эту колоду тоже YouTube очень сильно так прискіпливо відноситься. И мы будем осторожничать с картинками. Я буду прикрывать, возможно, камушками, кстати. Я тут набралась камушков. Так. Между вами. А между вами здесь вот, ну вот реально какой-то ритуал. Для чего? Чтобы этот ритуал случился. Должен случиться какой-то ритуал. Телесный ритуал, в котором участвует дьявол. Что во время этого ритуала? Сейчас я буду объяснять это. Просто вы как ученик здесь, как тот, который присматривается, прислушивается, вы немножко настороженно относитесь ко всему. Но смотрите, здесь пентакли, здесь кубки. Вы в большей мере сейчас маг, в большей мере, чем мужчина. То есть вы уже понимаете, что происходит, а он не совсем. Хотя он занимает немаловажную, то есть у него туз. Ну давайте посмотрим, что это за ритуал, ради какого ритуала вы должны встретиться. Так, тут воровство какое-то. Все-таки смотрим сам смысл. Давайте я еще вас посмотрю. Вы. Ну, вы нашли пару свою. Мужчина. Император здесь. Император, который влюблен. И прежде у нас влюблен, но своего трона он не оставит. То есть у него есть место, где он сидит, и причем в императорской позиции, когда он может это контролировать. И мы говорим про ваши отношения, вот в чем дело. Он в ваших отношениях император. Он сейчас очень много делает для того, чтобы эти отношения были такими, как он их видит. И причем восьмерочка здесь резонирует с этим тузом пентаклей. Я просто вижу, что энергетики подтягиваются, будто бы
Вас носит, я вижу, носит. У вас энергетика разрывается. Вы в 4 стихиях сейчас. Непонятно, допустим, в мечевой вы насторожены, вы не принимаете какие-то мужские загоны. В пентаклевой вы тоже на раздорожье, будто бы, да, вы пытаетесь балансировать. Как только понимаете, что, вот знаете, как ритуал какой-то совершается. Но вы яркая особа. Он видит вас такой очень красивую женщину. И, ну, буквально хвалу возносит перед вами. Так, это дно колоды я прячу. Хорошо, давайте все-таки посмотрим между вами. Между вами. Почему туз пентаклей? Что тут имеется в виду? Так, вот оно, тело верховной жрицы. Верховная жрица. Во многих колодах это, естественно, девственница, да, то есть цнота, которая... Забыла на русском. Женщина, которая... Ну вот она и телесно закрывается, видите? Хотя, по сути, здесь она открыта. Давайте смотреть, почему верховная жрица. Вы оба чего-то недопонимаете, а вы... Вот он не видит и не понимает. Он каким-то образом может чувствовать, да. То есть, смотрите, я вижу вас и его сейчас. У него... Вы так интересно коммуницируете. Вы коммуницируете, но не... Больше не в телесном мире, а в мире душ. У него реально чуйка какая-то, тут как третий глаз, и вы, верховная жрица. Знаю больше, да, то есть вижу насквозь. Человека вижу насквозь. Вот такая вы. Между вами тут 10-й старший аркан. Ой, 10-й старший аркан. А почему я так сказала? 10-ка кубков. 10-й старший аркан. А, ну смотрите, тут семья, здесь семья. Семья возрождается. Вы как возрождаете семью. Через ритуал какой-то. Так, хорошо. Вы для чего вы встретились? Для того, чтобы соединилась семья. Возрождение семьи. То есть... На телесном уровне, то есть вот в мире здесь, да, вы можете не понимать, о чем речь. Но опять вы сейчас прослушаете расклад, да, и вы уже понимаете, а он нет. Даже если посмотрит этот расклад, ему это просто, ну, вот ничего не скажет. Я про то, что вы общаетесь не здесь больше, а там, на уровне тонком, в тонком мире со своим мужчиной. Пока что тело, да, вот тут земное ваше, оно как принимает, почему так происходит. Очень много каких-то, возможно, обид. Но вы не то, что переживаете, вы не можете понять, что происходит. Вы пытаетесь узнать. Узнать больше о человеке. Поэтому не там, не с ним и не сама с собой. Понимаете? Вы хотите эту пару, и вы чувствуете, что вы очень подходите друг к другу. Понятно, чувствуете, вы верховная жрица. Но точно не знаете. И вот он то же самое. Точно не знает. Поэтому вот эта двоечка говорит, что точно никто не знает. Воссоединение рода идет. Я чихнула только что, останавливала камеру. Четкая правда идет. Так, хорошо. Для чего? Для воссоединения семьи. Почему так сказали? Потому что, если вы общаетесь с душами, то, скорее всего, эти семьи... Может быть, вы когда-то расстались с этим мужчиной, может быть, но это такой 1% из 100, когда вы расстались, и потом нужно воссоединить семью здесь, на земле. Но чаще всего, я по этим картам вижу, это как воссоединение рода идет. То есть вы из его рода, он из вашего рода. Вы один род, одна семья. А кто он был? Давайте туда окунемся, давайте. Кто же он был для вас? И, ну, в прошлых воплощениях, почему нет? Почему, если такой вопрос идет? Кто?
Так, показывают все-таки короля Пентаклей. Супруг, может быть. Ну да, супруг. Хорошо, интересно, а вы для него? Потому что сейчас будет семья. Вы для него семья были. А что случилось между вами тогда, давно, что вы вот сейчас должны воссоединиться? Что было такого? Так, ну что ж. Было что-то. Была тюрьма. Были преграды. Больше как тюрьма разума. Ну, да, был конец. Вы почему-то как разошлись. Возможно. Что же было между вами? Что было между вами такого, что вот сейчас вам приходится воссоединяться? Разделение какое-то было, да? Смерть. Смерть человека или смерть отношений? Ага. Колесница и императрица. Ну, вы, я так понимаю, пошли жить своей жизнью. И, скорее всего, когда-то, очень давно. А вы выбрали другой путь? Вы и сейчас, я чувствую, вы и сейчас выбираете другой путь. А он уходит в отшельники. Все, понятно. Повторяется история. А почему история повторяется? Тут какой-то цикл идет. Почему история повторяется? Почему вы, почему он не бежит за вами? Почему? Вы уходите здесь. Время. Что за время? Почему история повторяется? Почему так все? Что тут происходит вообще? Давайте разбираться. Вы... Тут кто-то очень-очень крутой внешне. И поэтому есть какая-то вот эта мнимая дистанция. И человек, кто-то не дотягивает. Кажется, что вот я не дотягиваю до нее, либо я не дотягиваю до него. Тут уже не имеет разницы, тут как вы чувствуете. Вот. Ну, скорее он не дотягивает до вас, потому что он в отшельнике, вы в императрице пошли строить семью другую, с другим. Еще хочу узнать больше, почему все-таки вот так случается и уже не первый раз. Что это за такая, кто это, наврочивчик, что случилось? Почему? Рыцарь мечей, правосудие. Кто-то встреет чужой в ваш род наводить правосудие. Кто-то свой нос сует в чужой монастырь. Кто ты? Кто-то просовывается в ваш род для того, чтобы навредить. Но кто? Так, смотрите, сейчас под контролем солнышко все. Тут, наверное, не дадут кому-то резаться. А ну, кто это встреет? Кто? Кого-то подкупает. Так, смотрите, мы сейчас тонкий план рассматриваем и где-то прошлой жизни, поэтому все это интересно. И сосредоточенно, расслабленно, не знаю, попробуйте как-то так все это принять. Потому что очень... Я прям вижу вот энергетика, которая врезается и говорит, я прав, тут надо навести порядки. Проталкивают какую-то душу другую в ваш род. Но не вместо того мужчины, а он сдается. Почему он сдается? Интересно, почему сдается, и сейчас что-то за кого-то проталкивает. Тут вам подкуп идет. Подкуп идет там на уровне, в тонком мире, в тонком плане. В ваш род проталкивают кого-то. Вот видите, пажа пентаклей. Ну почему? Потому что у вас сильный род. Вы просто, ну не знаю, императрица на колесница выходит, да, императрица на колеснице. Это берегиня рода, и вас признал ваш род. Ну вот по-другому не скажешь, хотя это такая уже заезженная уже фраза, но так и есть. И поэтому для вас, на вас ведется охота именно на эту женщину, на вас. И борется другой мужчина. Возможно, он сам, возможно, его кто-то проталкивает, потому что я тут вижу его пажа, да, но кто-то вот как-то борется еще за него в этом тонком мире, в пространстве, для того, чтобы в ваш род втиснуть этого человечка.
Но видите как? Он-то император. Это ваш император. Кого тут пытаются втиснуть? Я знаю, я вижу, что он не раз уже приходил в каком-то другом виде. Не как мужчина, возможно, как ребенок. Нет, как третий все равно. Маг. Да, вот интересно. Нет, как третий мужчина. Ну, как в вашем треугольнике. Угу. Другой мужчина. В общем, смотрите, тут идет подкуп там на уровне, в тонком плане, да, идет подкуп и проталкивает какую-то другую душу. Сейчас мы посмотрим, кто он такой. Ну, тут показали жезловый король. Посмотрим, почему как будто бы отходит на задний план. Так, выходил жрец. Почему уходит на задний план тот мужчина, о котором мы спрашиваем? Вот он, в отшельнике уходит. Вы в императрице, а он в отшельнике. История может повториться. Но сейчас эта история уже видна высшим силам. Солнце было. То есть высшие силы пытаются взять это все, ну как, берут это все под свой контроль. И поэтому вы посылаетесь этому мужчине, либо он вам посылается. Для того, чтобы воссоединить наконец-то род. Все. Ритуал будет. Ритуал это, возможно, это просто, не знаю, интимная близость, да, как ритуал. Так. Девочки, идет цифра 3. Ритуал цифра 3. Все, это для каждого свое, думайте. То, что подумали первое, пришло в голову, это оно и есть. Так, хорошо. Почему он уходит на задний план постоянно? Почему? Почему? Дьявол. А его дьявол уводит. А почему ты, дьявол, уводишь его в сторону? Тройка мечей. А потому что заслужил. Так, еще ранее, даже не только в этой жизни, еще ранее. Я правильно поняла? Уже выжили все соки, там уже нечего пить. Осталось тело, которое медленно идет к вам. Все, девочки. Угу. Так, ну вы жезловая, вы уже в энергии другого мужчины. Ой, тут такая замутка интересная. Хорошо, кто этот другой мужчина? Что это за паж пентаклей? Которого пытаются и зачем его пытаются просунуть? Ну, первая причина это сильный род, да. Вот, смотрите, мечевой король. Смотрите, пару составляют. Мечевой король с кубковой королевой. Кто-то вас хочет там на небесах соединить совершенно несоединяемое. Абсолютно. Кто-то и мечевой. И причем он в пажовых энергиях. Как бы, знаете, ну не подходит он вам. Кого вам там прочат сверху? Да, меч, видите. Хотят переписать эту сценарий. Слушайте, он вам тоже по судьбе. Вот прикольно, у вас сейчас столкновение. Меч попал в это колесо фортуны и остановил. У вас столкновение сейчас, такой период, вернее, это даже не период, это такой момент, когда двое мужчин с вами, я сейчас попытаюсь объяснить, и они оба по судьбе. И теперь равнозначное или. Кто победит? Интересно. И тут борьба родов идет. За вас, женщина, за вас, императрица, которая в кубковых энергиях и очень сильно, именно берегиня рода. Вы можете просто возродить и не только мужчину, а целый род. И здесь довольно сильная сила, которая сейчас охотится за вами. Тоже по судьбе мужчина.
Нет, не отпустят. И одни, и вторые не отпустят. Хорошо, вернее, здесь точно не отпустят. Здесь какое-то сильное такое напряжение я вижу. А здесь некому за него бороться. Вот в чем дело. Поэтому вам дали мага. Он сам борется сейчас за... Да, кто такой маг? Вам дали мага. Вам дали силу мага. Угу. И зацепочку какую-то. Ну, вас сильно зацепило, правильно? А почему вас цепляет семерка? Вор. Вас цепляет вор. Почему вас цепляет вор? Оно развивает творчество, обнуляет вас. Но это уже долгая такая история, там покопаться, почему вас зацепил. Хорошо, видите, как раскрыли эту тему, а все-таки причина воссоединить там род. Кто послал тогда? Кто эта сила? Кто хочет? Вот, кто хочет вот этого? Кто хочет, что погибло или разрушено до тла? То, что убито. Но что-то осталось, да, то есть разбито в большей своей части. Но что-то осталось живое все-таки. Что-то выстояло. И из последних сил идет к вам. Из последних сил хочет соединения вас и этого мужчины. Это что? Что такое? Что это? Кто это? Ну, это, во-первых, король кубков. Я вижу здесь мужской эгрегор. Нет, мужской нет. Нет, стоп. Стерто. Мужской род, да, этого мужчины, я правильно поняла? Или ваш род? Да, мужчины какие-то. Они очень хотят, вот, чтобы этот мужчина был с вами. Мужчины, мальчики, прям мужской род, который разбит, убит. А почему убит? Да, нужно это все восстановить и навести мир, порядок, благодать. Вот это да. А вы думали, что так мелко. Посмотрите, как крупно. Кто это хочет? Кто-то разбит. Разбит мужской род весь. Он остался как последний из магикан. Вот, последний из магикан, там девяточка была. Вы можете возродить этот род. Ну что ж, тут кто сильный, тот и побеждает. Луна закрывает это все действо, заставляя быть там, где страшно, да, и мучиться. Вот как-то так. Что это? Тут есть элемент такого, знаете, приворот какой-то, что ли. Тут какая-то... Какой-то ритуал произошел уже. Посмотрите, тут есть Луна и девяточка кубков. Тут любовный какой-то магический, конкретно мощный ритуал. Кто это делал? Но это не вы сейчас на Земле, нет. Стоп, это мужчина в этом привороте или что? Так. Приворот спадает. Да, это он был до того, пока вы не появились. Вы появляетесь и сжигаете.
Ну, можно сказать, потому что вы такая красивая, его как-то привлекаете, его отвлекаете вы, да? И за это время происходит некий ритуал, да, зажигания. В хорошем смысле слова ритуал. Естественно, это не какие-то вот эти процессы, которые делаем со свечами. Нет, это что-то более такое, вот как земной ритуал. Это взгляд, это некая магия телесных прикосновений, магия слов, магия просто ощущения, магия запахов. Вот это здесь, в этой семерке все. Вот эти все 7 чувств, они задействовались. Вы сожгли старое в пространстве этого мужчины, наведя порядок, да, тут полный порядок навели, сожгли, все, кварцем прошлись, включили у него 7 чувств на вас, они настроены. Вот как-то так, вы так системно действовали, возможно, и не понимали почему, но тут система действий четкая, как выверенная, которая вы как подготовленная пришли к этому мужчине. У вас задание было прийти к нему вот с такой подготовкой, почистить, навести порядок, да, поубирать, прокварцевать, сжечь все эти вирусы. У вас получилось настроить чувства на вас. Вы сделали все, настроили это все на себя. Запустили. Я прям вижу, как вы делаете вот это все руками. Как убираете в его пространстве, подвязываете что-то, чтобы он летел. Чтобы как освободить его, правильно? Да. Жезлы. Дать ему эту энергию. Так, для чего? Интересно очень все. А он, видите, копается, все, влюбился. То есть как он ощущает, да, влюбился. Я понимаю, что я главный мужчина сейчас для нее. И буду делать все для того, чтобы мы были вместе. То есть он это не видит, как вы там поубирали все в его пространстве. Пришли, так как женщина, ну вот есть такое, да. Как холостяку пришла, поубирала все. Ну вот женщины рассказывали такое. Чистенько, все нормально. Свое пространство собой заполнила, настроила все. Побрызгала там, да, настроила все 7 чувств на себя. А вот и все, мужчина включился. И пашет на вас. Окей, хорошо. Давайте сюда перейдем. Итак, божественный смысл вашей взагалі взаимодействия. Так, рыцарь у нас, да? Но нам сказали божественный смысл. 2 рода должны воссоединиться, либо восстановить этот род. В вашем роду должен быть этот мужчина. Когда-то было разъединение, причем история повторяется. Опять кто-то вклинивается сюда. И тоже по судьбе, понимаете? И причем это вносит какой-то такой, как это слово подобрать, не дисбаланс, а вот как конфликт, вот какой-то конфликт такой. Ну и это действительно в земном ритме, в земном нашем плане будет действительно как конфликт. Так, хорошо. Давайте здесь божественный смысл. Здесь одно целое. Вы, мужчина, одно целое. Вы должны быть одним целым. Здесь вот карта силы, это одно целое. Видите? Что лев, что она, это одно. И этот лев, вы простите, у него вот там вот на этом месте. Вот. Это через интим. И что-то разрушить, что-то... И куда идете? Подождите. Тут движение через разрушение. Я вижу, это как ледокол идет. Вот вы движетесь, ледокол идет. Вы что-то разрушаете, но движетесь с такой мощнявой силой. Вы разрушаете что-то. Что-то разрушаете. Мужчина даже
знаете, он просто сидит вот на этом ледоколе, да, и он не понимает, что происходит. Он уже умирать собрался, между прочим, пока этот ледокол не пришел ему на помощь. Ну, мужчина — вода, да, то есть это та вода, по которой вы плывете. Сейчас ледокол разрушаем. Вот давайте такую сейчас ассоциацию проведем, потому что это больше, да, то есть тут у нас вода. Вы ему эту воду включаете, сейчас разрушая этот лед, вы проходите своим ледоколом по этой воде, по этой толще воды. И это все рушится. Жезлы, огонь. Тут какое-то кипение добавляется, я вижу. И выходит. И выходит истина человека, вот этого мужчины. Вот он как же верховный жрец здесь. Это какой-то главный, душа вот этого, да, человека, это какой-то главный жрец верховный в этом роду, мужчина которого с вами сейчас взаимодействует. Понимаете? Кипение. Кипение от чего возникает? Ну, естественно, огонь, да, я поэтому кипение говорю, огонь. Кто-то добавляет огня. Вы добавляете огня. Вы у нас тут королева жезлов были. Да, это такой ваш процесс творчества. Это уже, знаете, вот этот творческий процесс, это здесь на земле вы делаете со страхом, переживаниями, правильно я делаю, неправильно. Вот они, сомнения. Это то, что у вас, может быть, сейчас происходит, да, либо, ну, будет происходить. Вы сомневаетесь, правильно я делаю, нет, но это все ваше творчество. Это то, что вы добавляете то, что не было в этой программе, потому что вы программу прошли, даже не заметив этого. И так просто сидите и думаете, блин, влюбился по уши, по уши. Но не понимаете, как вы это сделали, просто не понимаете. А это была заложена программа. А сейчас уже творчество. Пятерка пентаклей, осторожнее. Это что-то, когда вы понимаете, что творчество, творческая криза, творческий кризис, да, настал. Спокойно. Вот эта девяточка, хорошо, ну это не нужно для такой творчести. Идите вперед, двигайтесь. Творчество любит движение. Если вы понимаете, что тупик, вот эта девятка, творческая криза, да, в этом кризисе, когда страшно, непонятно что, идите просто вперед, двигайтесь. Не знаете куда, просто двигайтесь и все. Ну что делать? Ну а что делать? Надо двигаться, сказали. Вот еще одна карта движения. Это карта и ухода, по сути. Тоже, значит, если понимаете, что что-то не то, да, можно отойти на безопасное расстояние. И это будет победой. Вы уже все сделали, тут программа пройдена. Если вы понимаете, что человек реально по уши влюблен, программа пройдена. Но тут почему-то тройка и тройка идет. А здесь двойка, вы что-то не доделали, что-то третье нужно сделать. Еще раз, значит, что-то сделать. И тут тройка. 4, тут 3 тройки, да, вышло. А, еще одна троечка была у нас. Очень важны здесь тройки почему-то, видите? 333. Конфликт. А, видите как? И вот вы это чувствуете, потому что там где-то высоко идет вот эта борьба. Проталкивают того мужчину, тоже по судьбе. Мы о нем не спрашиваем. Хороший он, плохой, но вот как-то очень сильный. Тут тоже сильная энергетика. Но вы сюда пришли, вы этого спасать пришли. Вы этого в жреца превратить должны. Понимаете, он верховный жрец вот в том мужском роде, о котором идет речь. Которые сейчас вот договорились с вами, с вашим родом, прописав, вы, наверное, там, не знаю, кто-то прописал вам программу, вы прописали программу, по которой шли. Время нужно, да? 7. Чтобы эти души, они, ну, как-то вспомнили друг друга.
Пока его заставляют вот повисеть в таком состоянии, подумать о насущном дне, принять момент здесь и сейчас, только в таком моменте жертвы, наверное, это получается, когда тяжело. Ну ладно, давайте тогда, вот тут остаток колоды, я прям хочу вопрос задать. Результат. Программу выполните, творчество ваше поможет воссоединению этих двух родов, воссоединению вашей души с ним, здесь на земле, воссоединению двух людей в счастливом браке. Понимаете, вы в жреца его превращаете. Угу. Этот длительный процесс затянет вас, а вы охладеете. Тут видно так. Помудреете и поймете, что вы делаете сейчас все, что можно. И я так понимаю, что процесс растягивается на очень долго. Да, 2 пятерки. Что-то не дало, как будто бы дотянуть до завершения вашего задания. Что не дает? Да, вы не смогли вытянуть его. Почему? Сейчас мы это уберем просто. Не предусмотрели все. Не предусмотрели все. Не предусмотрели третью сторону, которая есть здесь. Пустили на самотек, не вытянули. Смотрите, это как то, что может быть одна из версий развития, потому что я вижу, что вы можете это сделать. Что нужно сделать? Был тут рецепт, послушайте. Еще раз говорю, что нужно сделать, чтобы вытянуть. Когда вы остаетесь на маленьком клочке буквально земли, который нужно отвоевать, воюйте все равно. Потому что это ваша земля, это ваш человек. Вот. И это ваш выбор. Не отдавайте. Ну, значит, тот слаб настолько. Представляете, насколько он слаб? Ой, кто там? Вот, да, вот про него мы говорим. Про того вообще, про кого здесь речь. Настолько слаб, что под этой толщей льда сложно выжить. Промерз, слишком промерз. Тут четверочка говорит, и семерка тоже, да, что не во вред себе все эти дела. Четкое равновесие должно быть, баланс и даже с чувством такого спокойствия и радости. Да, вот так вот. Ну что ж, я вижу, тут все-таки не совсем полная информация, да, и вам интересно узнать больше, поэтому достаю колоду светлого провидца, и это все бонусом в одном раскладе. Так что приготовьтесь, наливайте себе чайку. Будем сейчас слушать светлого провидца. Это было черное таро. Благодарю. Интересно, дорогие мои? Сейчас посмотрю, хоть бы записывалось это все. Наша красота. Есть. Ой, поехали. Так, ну здесь нам камушки не нужны. Так, божественный смысл. Опс. Ага, смотрите, тут дубль 2. Вашей встречи. Очень перекликается. Очень. Божественный смысл вашей встречи. Семья, воссоединение семьи. Действуйте. Может быть, ну ладно, поговорим с этой колодой. Просто я энергетически выложилась в ту колоду уже максимально. В тот расклад. Так, хорошо. Божественный смысл вашего соединения здесь на земле, вашей встречи. Для чего? Так, вы, мужчина, что между вами? Все это вот именно в контексте этого вопроса. Сам этот вопрос. Вы. Так, смотрим, вы, мужчина, о котором идет речь. Давайте смотреть между вами. И сам вопрос, божественный смысл вашей встречи, почему вы встретились. Так, вы. Что такое? Блоки.
Блоки разума и мужчина в Луне. Между вами. Вы представляете, что было в том раскладике? Тоже туз пентаклей. Тот же самый ритуал. И тут тщательное приготовление этого ритуала какого-то интересного. Опять же, не говорю я о том, что свечи жгут или воск отливают, или еще что-то такое. Нет. Жизненные ритуалы здесь. Магия тела, запаха, магия самих чувств, взгляда, слов, молчания и так далее. Вот это все здесь. Это продуманная какая-то... Где-то там высоко технология... Соединение этих двух душ, продуманная программа. Сейчас я вижу почему-то вот эта восьмерка. Это вы как чувствуете, что сделали все, что могли, да, а сейчас все, руки связаны, не получается ничего. Ну, блин, посмотрите, так и идет. А здесь уже ждет на пороге другой мужчина. Так, божественный смысл и у нас здесь. Эта колода показывает четверочку. Не видите шансов. Божественный смысл увидеть этот шанс, потому что там дерево, там можно создать вот эту семью. Шансы не видит кто-то. Вот и смысл, увидеть шанс, что с этим человеком можно что-то соединиться. Даже, а так не хочется говорить эти слова, потому что это надежда ложная для женщины, которая неосознанная, может будет появиться на нашем канале, да, и будет сидеть вот так вот ждать. Вот видите как. А мы, вещатели, должны осторожно к этому подходить. Очень осторожно, потому что мы вещаем в массы, и эти вещи для некоторых людей, которые действительно неосознанно просто подходят к процессу своей жизни и думают, что не она главная, да, а кто-то главный в этой жизни, начинается вот это закисание. И в этом прокисшем состоянии разве можно завоевать какую-то душу, да? Ну что значит завоевать? Стоп. Отвоевать. Это не воин. Так, давайте смотрите. Там шут выходил. Рискуете вы, как будто бы идете на риск, какой-то шаг делаете. Так, давайте вы. Но говорят, что вы подготовленная уже здесь, видите? У вас и семья, и вы понимаете, что необходимо сделать. Так, здесь 2 пентаклевые карты. Хорошо, отлично, ритуал есть. Вот эта колода мне сейчас говорит: осторожно. А здесь тишина играет главную роль. Ну, немаловажную роль играет тишина, глубокое погружение. А что значит он в Луне? И как-то медленно оттуда выдирается прям. Посмотрите, пятерка мечей идет. Кто-то ему на ухо шепчет, клюет ему мозг. Что там? Но тут будет возрождение и, естественно, во благо все. Да, сейчас под присмотром вот эта ситуация контролируется высшими силами, родом, вашим, его родом. Контролируется все. Вам дают возможность здесь на Земле вот это все провернуть. Да. Учитывая то, что здесь еще есть энергия другого рода, который тоже хочет соединиться с вами, можете себе представить, какой конфликт здесь возникает. Так, потому что вот вы, хоть вы и не понимаете, что дальше делать, и кажется, что все, я уже сделала все, что могла, а вы имеете силу, и вы есть тот самый берегиня этого рода. Только вот со связанными руками почему-то. Но это ваше видение такое. Вы-то здесь свободная сидите. Вам кто-то показывает, что вы не можете это делать. Кто? Кто там? Разрушить кто-то хочет ваши мечты.
Стойте на своем. Кто бы там ни был. Вот пока не показывают, кто там хочет ваши мечты разрушить. Может, это вы сами свои мечты разрушаете. Стойте на своем. Вы знаете, что это? Мечтаю. Что там за мечта у вас? Не знаю. Счастливый брак, может быть. Но это не отчаянная борьба. Это что-то очень-очень мудрое, спокойное и... Но все-таки ход. Не сидеть на месте. Да. Увидеть этот шанс и создать. От чего-то вы отказаться можете. Хорошо. Между вами. Между вами уже случилось, я так понимаю, да? Это какая-то часть ритуала. Ну, то, что нам и говорили, вот это вот все по полочкам, по шагам вы сделали, да? То, что даже неосознанно могли делать здесь. Но это все продумано было там, наверху. Так, все ли записывается? Буду посматривать время от времени. Итак, между вами. Между вами. Ну, вы пара, видите как? Вы пара. Но тут вы пока не понимаете, знаете, как много иллюзий, что у вас много времени, например, либо много каких-то шансов. Вот. А это все не шансы, тут что-то такое непонятное. Тут надо движение включать. Между вами. Люди усложняют какие-то вам дорогу. Причем это люди, которые как бы его стихии. Тут он. Это усложняет дорогу вот именно не вам обоим, ну и вам обоим, а тому смыслу, который вложен в эти отношения. Вот. И поэтому кажется, что здесь какая-то очень сложная дорога вот с вами, с этим человеком. Король Пентаклей. Вкладывается в свою мечту. Мы рассматриваем вас. Может, у него там, кроме вас, есть еще какая-то глобальная, там, хочу быть тем-то, тем-то, да, либо хочу чего-то достичь. Но вы в этой мечте есть. И вы держите вот эту ниточку. Угу. Смотрите, вот это. В моменте, когда кто-то врывается, он вас не хочет отпускать. Так, продолжаем. Я просто вижу, что вы как принадлежите все-таки к роду, а этот человек как то ли откололся как-то, понимаете? Об этом речь идет здесь, в этом раскладе. То есть вы главная, вы вот эта хранительница этого рода. Сейчас, в данный момент. А он... ну, как в перспективе, да, как вот Пентаклевый король, как тот, который этот род тоже поднимет. Вот. То есть в нем заинтересованы ваш род и этот род. Но там есть другая сила, видите, которая врывается. Тогда, когда у вас разочарование, тогда, когда вы зажимаетесь оба. Угу. Ну вот опять эта карта, которая в самом начале там выходила. Двойка, и здесь у нас двойка. Все как положено, смотрите. Так, хорошо. Тут я еще, знаете, вижу, что вроде как мужчина предлагает куда-то поехать, а вы... Или переехать, а вы... Туда вот не понимаете, нужно вам это или нет, отказываетесь, как-то элемент неопределенности такой есть. А как нужно? Ой, подождите, у нас тут уже элемент определенности будет, знаете, когда? У вас творчество такое включится, когда у вас появится другой мужчина здесь. Причем он настолько резко ворвется. Ой, такой интересный мужчина. Вот как раз это о том, наверное, который вы в своей рутине сидите,
с этим человеком разбираетесь, вы уже почему-то, ну вот, наверное, вот эта энергетика, да, когда уже вроде все сделала. Что дальше? Ну что еще дальше? Я не знаю, программа исчерпана, надо перезагрузиться. Появляется другой мужчина, и тогда у вас включается вот этот творческий элемент. Вы получаете знак, и ритуал склеивается как раз в один единый ритуал, да, как законченный ритуал. Ой, интересно. То есть огня, вот откуда вот эти вот, помните, мы смотрели, откуда было это кипение. Это кипение возникло при конкурентной борьбе здесь этих двух мужчин за вас, здесь на Земле. Да. Только на Земле может возникнуть вот эта энергетика кипения. Только через земное проживание душа может вскипятить эту воду. Вот и тогда, понимаете, да, этот человек из своих застойных, безресурсностей, выходит в жреца, главного в своем роде. Да? Так, хорошо. Ну что ж, здесь вроде как посмотрели те элементы. Хорошо, что эти карты могут нам показать такого, что не рассказали те? Он в водных стихиях очень мощных. Видите, тут и Луна, и водный король, и сама карта. Но сейчас замороженная эта вода, видите, это лед, это толща льда, которую необходимо расколоть. И ваш ледокол на стопе в данный момент привязанный не идет. Мотор заглох. Ничего, мотор будет работать, когда появится какой-то мужчина, да? Хорошо, что мы еще такого не знаем здесь, в этом раскладе, об этой ситуации, о божественном смысле. Солнце, но божественный смысл. Что тут? Все тут будет классно. Высшие силы стараются, чтобы все-таки вот эта пара, она случилась. Но если вдруг нет, здесь тоже сильный мужчина. Посмотрите, сила этого мужчины, она велика. Но тогда этого не будет вообще. Да, я так понимаю, что не спасти его. Да, потому что сейчас идет, смотрите, сейчас идет вот это кольцо, это как цепочка, состоящая из каждых из звеньев. Да, он как одно, да, я говорю про того мужчину, о котором мы говорили. Этот мужчина, за которого как борется ваша душа, за его душу, он одно из звеньев. Это звено откололось, и как только вас завоюет вот этот мужчина, который идет вторым здесь, но он показан мечевым, это просто энергетика, она такая не злая, как бы жесткая, вот жесткая энергетика, которая идет, и она добивается своего, да. Он добивается своего, да, энергия, я говорила. Смыкается круг, и цепочку надо соединить. Все, тогда этого мужчины, первого, о котором мы говорили, в цепочке вашей, роду не будет больше никогда. Все. Где он там будет? Ну, где там будет? Он будет стараться отвоевывать, будет стараться все-таки в следующих жизнях куда-то, да, воевать за вас. По крайней мере, сейчас включают его вот эту воинственную тоже сторону, но опять по жезлам все-таки, чтобы он воевал с этим мечевым, который тоже идет к вам, мужчина. Так что двое столкнутся здесь, на земле. Ну, мечи — это опасное оружие против палок, правда, каких-то. Но тут должна быть хитрость у человека, поэтому... Хорошо, что мы еще должны знать? Все правильно идет, все правильно мы рассказали. Ты получаешь большую долю информации сейчас, да, из тонкого плана. Тут будет конец чего-то. Что это нам такое говорят?
Смотрите, как интересно. Дьявол идет на помощь. Как только вот эти энергии мечевые сюда заходят, дьявол идет на помощь. На помощь вам. Потому что вы та, которая ищет нового опыта. Ваша душа такая. И вас дьявол дергает. Вы идете, делаете шаг в новый опыт с помощью дьявола. И он идет на помощь, когда уже все, точка, казалось бы, все, уже куда дальше не развиваются отношения. Идете, и вас торжествует, то есть дьявол на вашей стороне получается. Духи рода, не знаю, кто там договорился с этим дьяволом, но он идет выручать вас, чтобы восторжествовала справедливость. Правильно ведь? Да, тут правильно идет. Что-то есть такое тут хитрое, вор. Ах так, конечно, это тут... Здесь все-таки будет эта борьба, будет. Здесь очень сильный замес, который вам еще, я так понимаю, предстоит пережить. Кто-то, может быть, да, в этом всем уже варился. И, ну, тогда я не знаю, почему ты смотришь, потому что ты либо здесь в браке, либо здесь в браке. Вот. И уже пожинаешь плоды. То есть тут в любом случае будешь спокойная, красивая, срывать вот эти плоды, то, что тебе Боженька предоставил, которые через мужчину идут. Ресурсы ты будешь срывать с деревьев, которые высадил сам мужчина. Вот. Просто я вижу, что сейчас опять говорят о том мужчине, который все-таки берется в ваш род протиснуться. Но дьявол решает, что справедливость вселенская — это все-таки вот этого человека, жреца, которого нам показывали, вернуть вот в эту цепочку, общую цепочку в вашем роду. Маг. Потому что он маг. Маг. Ваш род станет сильнее, говорит дьявол. Страшно, но нужно стоять. Верховная жрица. Духи рода, давайте так, да, высшие силы полагаются сейчас на вашу мудрость вселенскую. Я просто еще, знаете, вижу, что вы попали в такую ситуацию здесь, вот, которая здесь не рассмотрена была. Здесь мы брали вот эти тонкие энергии, хотя там был толстый слой, да, этой информации, которую мы сейчас вылили буквально. Но что-то здесь такое, когда вы... Это сложное отношение с этим мужчиной, очень сложное. А что там? Давайте посмотрим. На Верховный жрец, видите, все-таки он Верховный жрец. Разбитое сердце. Так, у меня и расклад такой, знаете, очень насыщенный, поэтому и вокруг меня закручиваются сейчас тоже такие энергии. Кто-то бегает, кто-то что-то включает, и давай. Так, я вижу жрец, который попал к мечевой королеве. Мечевая королева здесь рядышком с ним. А это больно и ему. Ей нет, ей не больно, ей хорошо. Тут кто-то рядышком с ним, какая-то женщина. Больно ему и вам. Потому что ему не дают пройти вот к Богу, хотя он как бы должен идти к Богу, должен духом быть сильным. И вам, наверное, больно, вы плачете. Да. Но, опять же, карта силы здесь говорит, что по взаимному силе притяжения вы притянетесь к этому мужчине, и он притянется к вам. Так тому и быть. Ну вот, пожалуйста, еще карта влюбленная. Так, хочу совет. Что вам делать с этим всем? Особенно этот совет, девочки, для тех, кто сейчас сядет вот так вот. Или будет отчаянно бороться здесь на земле за этого мужчину, что-то доказывать какой-то женщине. Я просто вижу, что есть такая категория женщин отчаянных. Как это сказать еще? Ну, в общем, мудрости нужно немножечко, да, вот какой-то такой. Ладно, посмотрим, не будем никого сейчас. Я просто хочу все-таки совет. Да, совет. Либо просто сидеть и ждать, да, пока он там свои дела порешает. Не порешает. Совет.
Так, тут, знаете как, полное обновление, перепрограммирование и какой-то риск. Знаете, что идет? Вы как можете напугать своего мужчину, либо саму, либо свою душу, вот как-то так, что вы можете от самого ценного избавиться. И вам все равно должно быть. Вот на уровне делаю все, что могу, но мне все равно. Как это сделать, такое состояние? Это очень сложно. Казалось бы, вот женщина говорит, я вот все делаю для этого мужчины, да, а он что? Ну, часто такое слышится, да? А он там не ценил, бил, что еще? Сколько я таких историй переслушала, да? А зачем было делать? Зачем было делать? Состояние вот такое, да, когда будто бы все, как будто бы все равно. Оно заставляет брать ответственность за вас. Не вы несете ответственность, а за вас. То есть вы как шут, как ребенок ведете себя. Проходит время, да, больше узнается. Учитесь, изучайте информацию и дайте отстояться, да, вот этому, возрасти этому дереву. Еще одна карта идет. Огонь, который загорается в вас. Но время загорания этого огня, действие, да. То есть, смотрите, тут сидит отшельник, и как только появляется какой-то импульс, какой-то вот что-то прям какое-то знамение, да, и вот он срывается с места и бежит. И вы, это вы. Это вы. Готовьте избавиться от старого, прошлого. Ну, вы такая женщина, которая эти трансформации, наверное, щелкает на раз. И превращает это все просто в такой, знаете, в комфорт. Дай бог. Ну что, мои дорогие, я думаю, что на этом все. Было очень с вами... Сейчас посмотрю, все ли записалось, господи. Да, с вами очень интересно и весело прослушать эти все истории. Благодарю вас за лайки, комментарии, за финансовую поддержку. Хочу видеть вас на следующих моих видео. Ну что ж, а теперь всего доброго. Пока-пока.